Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. Это видео со второй частью мастер-класса по вот такому вот мишке. Ссылочку на первую часть я оставлю в описании под видео. Вяжите с удовольствием. Теперь покажу, как связать ушки. Крючок все тот же, 4-й, снова делаем петельку и 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида. И в третьем ряду просто провяжем 12 столбиков без накида. Вязание выворачиваем, этот хвостик прячем вовнутрь, ушко складываем пополам и провязываем столбиками без накида 2 части, то есть полностью заходим и провязываем столбик без накида. Так вот по всему ушку. И тоже последний я не столбик без накида провяжу, а соединительный столбик. Ниточку обрежу, вытяну, затяну и спрячу вовнутрь. Таких нам ушка нужно 2, потому второе вяжем самостоятельно. И когда будем вязать голову, вяжем ушки по ходу вязания в голову. Попробуем так сделать, потому что многие не любят пришивать. Вот так вот у меня получилось. Тут, если что, можно сделать все-таки столбик без накида, а не соединительный столбик, чтобы было более ровное. Но, в принципе, в вязании не будет заметно. Второе ушко вяжем точно так же. И будем вязать голову. Все как обычно, крючок тот же. Делаем петельку, 2 воздушные петли. В первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида. В конце ряда будет 12 столбиков без накида. В третьем ряду провяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. И затем 4-й ряд просто провяжем 18 столбиков без накида. Вот так вот сейчас выглядит вязание. В следующем ряду, в 5-м, вяжем 6 столбиков без накида. Я провяжу 1 столбик без накида и поставлю маркер. И вяжу дальше 2, 3, 4, 5, 6. Дальше делаем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 6 столбиков без накида до конца ряда.
Дальше 6-й ряд, вяжем в начале ряда тоже 6 столбиков без накида. А теперь вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем 6 раз. Вот 1 столбик без накида, и в следующую петельку прибавка — это 1 раз. 1 столбик без накида, прибавка — это 2 раз. Столбик без накида, прибавка — это 3 раз. Столбик без накида, прибавка — 4 раз. Столбик без накида, прибавка — 5 раз. Столбик без накида, прибавка — 6 раз. И 6 столбиков без накида до конца ряда. Это мы провязали. Дальше идет 7-й ряд. В 7-м ряду будем вязать 4 столбика без накида, 1 прибавка. Так будем делать до конца ряда, и в конце ряда у нас будет 36 столбиков без накида. Этот ряд я довязала, а дальше с 8 по 10 ряд включительно будем вязать по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Это я довязала. Дальше у нас идет 11 ряд, будем ввязывать ушки. Для этого вначале вяжем 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот берем ушко. Вот этот вот край, где мы провязывали, его берем вот так вот и вводим сначала полностью в ушко, а теперь в голову. 1 раз, то есть у нас ушко вот этим краем сюда, вот видите, мы их вместе вот так вот и провяжем. Это 1, теперь сюда, 2 раз, в ушко, в голову 3 раз, в ушко, в голову 4 раз, вот 5 раз и 6 раз. Вот так вот у нас получилось ушко ввязано. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. И снова с ушком вяжем, снова вот так берем ушко и с ушком вяжем 6 столбиков без накида. И до конца ряда 8 столбиков без накида довязываем. И теперь дальше нам в следующем ряду, в 12-м, нужно просто провязать 36 столбиков без накида. Еще один ряд. Вот так вот у нас провязаны ушки. Сейчас покажу, где мы вставим носик. Смотрите, у нас есть вот первый ряд, его видно. И между 2-м и 3-м мы вставим носик. Между ушками, посерединке где-то. Примерно где-то здесь. И между 5-м и 6-м рядом вставим глазки. У меня сейчас глазки не вставные. Я их буду пришивать, но если у вас на крепление глазки, то сразу вот между 5-м и 6-м рядом ставьте глазки. Я только носик вставлю. И будем вязать дальше. Нам осталось провязать всего несколько рядов, и уже будем заканчивать. Дальше у нас идет
13 ряд. Сейчас уже будем заканчивать вот сюда голову. В 13 ряду вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. Так будем вязать до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. В конце ряда будет 30 столбиков без накида. В 14 ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка. Тоже так делаем 6 раз до конца ряда. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. В 15 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. Тоже так делаем 6 раз. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. В 16 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. Тоже так делаем 6 раз до конца ряда. Будет 12 столбиков без накида в конце ряда. И заканчиваем все убавками. Конечно же, добавляем наполнитель по мере вязания. И наша голова будет готова. Вот смотрите, мы просто кончик, когда вот убавочки все доделали, кончик просто спрячем вовнутрь. И еще раз завяжем узелочек. Теперь нам эту голову нужно будет пришить к тельцу. Такая вот голова должна получиться. Чтобы к тельцу, чтобы пришить голову ровно к тельцу, я буду чем-то фиксировать. У меня это спицы. То есть я просто вот так вот выравниваю сначала, а потом насквозь протыкаю спицами. С одной и со второй стороны. Вот так вот. Тут чуть холофайбер попал, ну, не важно. Так, вот так вот. И теперь с помощью крючка, все как обычно, я показываю во всех своих видео. То же самое я точно так же буду привязывать, пришивать голову к тельцу. То есть захожу по очереди сначала в голову, затем в тельце. И вот так вот по кругу буду пришивать, пока не пришью. В общем, так продолжаем, по кругу пришиваем. Вот такой вот мишка получается. Сейчас я пришью ему глазки и будем вязать шапочку. Смотрите, чтобы сделать вот такую вот мордашку, ну тоже видите, они у меня разные, потому что по-разному тут утяжечки сделала. Здесь я посерединке утяжку не делала, а здесь сделала. Видите, как мордочка смотрится. Тут как вы привыкли оформлять, так и оформляйте. Я просто захожу вот так вот в глазик, потом спускаюсь вниз, посерединке здесь вывожу иголку, вот так вот, и подтягиваю глазик. Вот здесь вот я тоже сделала, сюда зашла, и теперь во второй глазик. Вытянула иголку, тут снова зашла и точно так же вышла вниз. И вот так вот несколько раз пройдите, пока у вас не получится так, как вам хочется. Вот у этого мишки я сделала так, я сделала только в глазках утяжечки, такие вот отсюда сюда. Можно еще сделать посерединке, но я пока что не хочу. То есть вот такая красота получается. Здесь я просто сделаю узелок. Мне ниточка маленькая осталась, поэтому я сделаю ее, узелок сделаю крючком.
и спрячу вовнутрь. Так, вот такой вот красивый мишка получается, видите? Супер-пупер. Теперь будем вязать капюшон. Для этого берем 5-й крючок и набираем 30 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот такая вот цепочка из воздушных петель у нас получилась. Теперь будем вязать полустолбиками с накидом со 2 по 6 ряд включительно, по 29 полустолбиков с накидом в каждом ряду. Делаем накид и со 2 петли от крючка, в первую не вяжем, а вот со 2 петли от крючка начинаем вязать. Вот у нас 3 петельки на крючке, провязываем за один раз. Вот это полустолбик с накидом 1. Снова сделали накид, зашли в петельку, вытянули и 3 петельки провязали за один раз. Это 2, 3, 4. Еще раз показываю: накид, зашли в петельку, вытянули ниточку и провязали за один раз. И так вот до конца ряда обвязываем нашу цепочку из воздушных петель. 29 полустолбиков с накидом у вас должно получиться. Вот, довязала я. Теперь делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и в эту сторону вяжем тоже 29 полустолбиков с накидом. В конце снова делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и в другую вяжем. Вот это вот у нас один ряд, сейчас будет второй ряд, потом развернулись, третий ряд, то есть вяжем поворотными рядами. Вот так вот выглядят 6 провязанных рядов. Дальше у нас 7 ряд. Я петлю подъема сделала, развернулась и вяжу в начале ряда 6 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6. Отсюда я делаю 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И здесь пропускаю 5 полустолбиков вот этих вот. Смотрите, со следующей считаем 1, 2, 3, 4, 5. В шестую захожу, достаю ниточку и провязываю столбик без накида. Это вот мы сделали отверстие для ушка. Одно. Дальше полустолбиками с накидом вяжем. Вот это хоть мы связали столбик без накида, но его будем считать как один уже провязанный. Всего нам нужно 7 провязать. Вот один уже есть. Не в эту же, а в следующую начинаем вязать. Второй накид. Вот третий, четвертый, 5, 6, 7. Отсюда снова набираем 5 воздушных петель. 4, 5. Здесь пропускаем 5 полустолбиков. И в шестой заводим крючок и провязываем столбик без накида. Всего нам до конца ряда нужно провязать 6 полустолбиков с накидом. Вот этот вот столбик без накида будем считать как 1. Дальше делаем накид и вяжем 2, 3, 4, 5, 6. Делаем воздушную петлю подъема. Видите, у нас такие 2 отверстия. Разворачиваем вязание. Дальше у нас идет
8 ряд просто провязываем 29 полустолбиков с накидом. Мы будем обвязывать вот эти вот воздушные петли. Делаем накид и вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь нам нужно провязать по 5 воздушным петлям 5 полустолбиков с накидом. То есть мы просто заходим в петельку и вяжем 1, 2, прям в петельку заходим в воздушную, 3, 4, 5. Теперь здесь вяжем 7 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова дошли до 5 воздушных петель, по ним тоже вяжем 5 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. И до конца ряда остается провязать 6 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Там видео у меня оборвалось. В общем, я довязала эти 6 столбиков, 6 полустолбиков с накидом. Воздушных петель подъема не делаем, вяжем дальше. Здесь нам нужно провязать 8 воздушных петель. Отсюда прям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 8 воздушных петель. И теперь со второй петли от крючка начинаем обвязывать. Нам нужно 7 полустолбиков с накидом провязать по этой цепочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Так, сейчас 6 и 7. Теперь разворачиваем вязание. Теперь по вот этой вот части снова мы будем провязывать полустолбиками с накидом до вот этого момента. Это мы сейчас вот эти лямочки уже делаем. То есть снова вяжем 29 полустолбиков с накидом до этого края. Вот у меня уже 27, 28 и 29. И теперь отсюда снова вяжем 8 воздушных петель. Связали. Теперь обвязываем со второй петли от крючка тоже 7 полустолбиков с накидом нам надо провязать по этой вот цепочке из воздушных петель. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь вот сюда вот прям. Сейчас посмотрим, как красивее будет. Нет, следующую хочу, чтобы у нас так оно... Видите, не в этот первый, а во второй я так заведу и сделаю соединительный столбик, чтобы у нас такая вот лямочка была с этой стороны полностью выходила и с этой. Пока вот тут оставлю. Теперь нам нужно сложить пополам. Сложить пополам. И вот эту вот часть, вот смотрите, где мы вязали, вот тут мы закончили вязать, складываем пополам. И вот эту вот часть нужно прошить. Я это буду прошивать обычной иголкой с ниткой. То есть сзади мы должны зашить этот капюшон. То есть я вот просто здесь захожу. Захожу. Этот хвостик сюда проложу, вместе с ним провяжу.
И вот так вот я буду зашивать это отверстие. Можно это делать и вот этой вот ниткой, которой мы вяжем. Можно и так. Как вам больше нравится, так и делайте. То есть поняли, да? Просто вот эту вот часть зашиваем. Вот в итоге я здесь прошила, теперь я его выворачиваю. То есть то у меня будет изнанка, а это будет эта часть. И теперь нам остается только вот здесь вот довязать, где мы закончили. Здесь провязываем, обвязываем вот этот низ. Вот будем считать, что это один у нас столбик, здесь второй столбик провяжем, третий. А теперь будем делать убавки. Просто вот заходим в одну, в следующую петельку, убавочку сделали. Тут вот вторую убавочку. Но это тут не столь важно, где вы их сделаете. Третью, четвертую, пятую. И здесь просто провяжем. Сейчас посмотрим, хватит нам или нет. Померяем. Хочу просто, чтобы вот эта часть, она была немножко поменьше. Сейчас оденем и посмотрим, как оно смотрится. Поправляем тут все сюда, сюда. О, красота какая. Все, мне в принципе все нравится. Можно тут и побольше убавочек сделать. Вот здесь вот, а можно не трогать. Сейчас посмотрим. Я, наверное, все-таки вот тут еще в конце, там, где я не сделала убавочку, сделаю еще убавочку. Да, как это делает, у меня убавка была. Это я просто делаю для того, чтобы уменьшить эту часть. То есть тут я тоже убавку, а здесь уже сделаю. Нет, не столбик без накида, а соединительный столбик. И сюда вот к этой штуке тоже соединюсь и обрежу ниточку. В общем, как-то закончили, как получилось. Эту ниточку попротягиваем. И тоже ее я еще обработаю обычной иголочкой с ниткой, чтобы у меня хвостик не распустился. То есть здесь попротягиваю, а потом еще прошью. Так, вот такая вот красота получается. Смотрите, вот такая вот шапочка получилась с такими завязочками. И вот так вот она прекрасно одевается на нашего мишку. Я здесь не завязываю, потому что когда развязано, мне нравится больше. И вот так вот это смотрится. Надеюсь, все было понятно и вам понравился этот мастер-класс. Жду от вас обратную связь, лайки, комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан.